чем темнее напиток, тем сильнее человек от него болеет. Почему так хочется пить с утра? Ну, за все в жизни надо платить. Как помочь своему организму, когда в жизни случилась такая праздничная ситуация? Острый дошик. Острый дошик с похмелья. Это можно вырезать, а можно и не вырезать. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И сегодня в нашей программе уникальнейшая тема. Друзья, поверьте, я, честно говоря, всю жизнь мечтала поговорить именно об этом. Но заранее предупрежу всех, что, безусловно, этот выпуск не является пропагандой алкоголя. Все мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что алкоголь наносит колоссальный вред нашему организму. Каждому организму человека. Нас об этом предупреждали, но тем не менее мы понимаем, что в жизни случаются такие ситуации, когда человек употребляет и злоупотребляет алкоголем. И так как наша программа информационно-познавательная, и сюда, в эту студию, к нам приходят лучшие специалисты-врачи, мы считаем своим долгом рассказать вам о том, как на сегодняшний день медицина предлагает бороться с похмельем, особенно если это похмелье новогоднее, предновогоднее, постновогоднее, да, ну или какое-то вот такое клиническое праздничное похмелье. Сегодня у меня в гостях врач-анестезиолог, реаниматолог, кандидат медицинских наук Михаил Куций. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поздравляю вас с наступающим праздником, потому что я считаю, что это главный праздничный праздник вообще нашей страны. Вообще не могу поспорить. Как относитесь к Новому году? Обожаю Новый год. Прекрасно. Это тот праздник, который до сих пор дарит чувство радости, детства, счастья, праздника. Новый год обожаю. Михаил Куций, врач-анестезиолог, реаниматолог, кандидат медицинских наук. Почему нет одной единственной таблетки от похмелья, которая поможет всем? Ой, ну это очень на самом деле сложный вопрос. Мы, я думаю, не будем напрягать наших зрителей вопросами сложными, медицинскими, того, что у нас называют патофизиологией. Потому что мы тут все в ожидании салата оливье, да, потому что уже пора оливье резать, а не вот в это вот все вникать. Я думаю, что здесь отсутствие какой-то одной таблетки связано с тем, что вот то, что мы в целом привыкли называть похмельем, это на самом деле комплекс причин, которые вызывают вот наше в целом болезненное состояние. Мы просто привыкли, что все эти болезненные состояния, они возникают, ну, скажем так, одномоментно и вызваны одной причиной. То есть мы выпивали, мы немножечко или, честно, множечко перевыпивали, и мы понимаем, что утром нам будет плохо. Но вот это вот плохо, из чего оно складывается? То есть у нас есть головная боль, у нас есть жажда, у нас есть слабость, у нас есть апатия, у нас есть тошнота. Если мы очень сильно перевыпивали, у нас вот так вот могут руки дрожать. И вот эта вот общая разбитость, вот это вот просто вычеркнутый из жизни день. Но тут нужно понимать, что, допустим, такой симптом, ну, можно я буду говорить симптом. Симптом, конечно, как головная боль, он вызывается одной причиной. То есть головная боль – это продукты метаболизма алкоголя, раз. А во-вторых, вот здесь очень важно понимать, это добавки, которые входят в состав алкоголя. Это добавки, которые либо искусственно добавляются производителями, либо это, скажем так, продукты приготовления алкоголя, то есть те побочные субстанции, которые образовались при брожении. А можете привести пример? Могу привести пример. Ну вот смотрите, если мы говорим про крепкий алкоголь, то мы знаем, что все крепкие алкогольные напитки, они по методу приготовления есть дистилляты, есть ректификаты. Дистилляты — это вот то, что дорогое, вкусное, то, что ароматы какие-то содержит. Особенно если все это в бочках выдерживается, желательно очень много лет. Вот эти вот все вещества, которые выходят из бочек, это вот танины, эфирные какие-то масла деревьев. И вот это вот все, что
при брожении и при последующей дистилляции алкоголя не удалилось, есть такое некрасивое слово «сивушные масла», но это такое вот из литературы. Вообще это высшие спирты, так называемые, там изобутиловые, изоамиловые, более высокие фракции. Это спирты, это какие-то эфиры, это какие-то кетонообразные субстанции. Вот все эти вещи, они все придают алкогольным напиткам, хорошим, дорогим алкогольным напиткам, вот прям вот эту вот вкусоароматику. То есть вот эти вот истории, там, моносолодовые виски высоких выдержек, коньяки длительных выдержек. Все это имеет очень насыщенный вкус, вкусоароматику, потому что спирт по факту он вкусоароматики не имеет, он просто пахнет спиртом. И вот все эти вещества, которые так сильно украшают нашу жизнь и заставляют нас ценить те напитки, которые мы считаем дорогими, качественными и прочими, они очень приятно пьются, люди их ценят, но вот от всего от этого болит голова. Общее правило такое, причем в равной крепости алкоголя, чем темнее напиток, тем сильнее человек от него болеет. От темного пива болеют сильнее, чем от светлого. От темного крепкого алкоголя тоже болеют. Единственное, здесь нужно поправочку сделать. Вот, допустим, там какие-то бренды тех же самых коньяков, они с маркетинговой целью темнее, чем остальные. Но это потому, что их карамелью подкрашивают карамелью. Это вот не считается. Это не считается. Вообще, если говорить вот из всех крепких алкогольных напитков, от чего меньше всего болит голова, это водка. Как говорится, обычная, простая, бесцветная водка, просто ректификат спирта. И чем меньше в ней добавок, чем меньше в ней присадок, вот этой всей вкуса ароматики, там какие-то лишайники, клюквы, там какие-то еще морожки, вот эта вся история потом даст головную боль. Обычная, простая водка, только качественная, естественно. Хорошо, доктор, но традиционным напитком Нового года у нас является игристое вино. Да, это шампанское. То, что нам привычно называть шампанское, на самом деле называется игристым вином, или это просекко, или кава, да, или действительно шампанское. Что скажете про этот напиток? От него, от газированных вот этих вот напиточков голова-то тоже побаливает с утра? Конечно. Более того, побаливает обычно даже сильнее. Ну, во-первых, тут вся эта история связана с брожением. Во-вторых, любая история, связанная именно с изготовлением игристых вин по традиционной технологии, с дозреванием и карбонизацией в бутылке, это тоже образование вот тех самых бродильных фракций, которые вызывают головную боль. Поэтому да, от игристого вина голова болит, как правило, значительно сильнее, чем от тихого. Но за все в жизни надо платить. Это точно. А почему так хочется пить с утра? Это уже другая сторона медали. Потому что алкоголь, спирт, это это молекула с очень маленькой молекулярной массой. То есть это очень легкая молекула. За счет этого спирт очень легко распространяется по всем органам и тканям. Есть такое понятие, я даже не знаю, как это воспримут наши зрители, но есть такое понятие астматическое давление. И вот спирт, он очень сильно осмолярен. Он вызывает астматическое давление. По такому же принципу, допустим, работает соль. Если наесться чего-то соленого. Есть вот такая вот история, которую описывали в 70-е годы в медицинской литературе, которая называется синдром китайского ресторана. Вот так же работает глютамат натрия в больших дозах. Вот так же, то есть это принцип обезвоживания тканей за счет накопления. То есть вот эта вот осмолярная субстанция, она начинает из организма выводиться почками и выводит вместе с собой воду. И когда человек много выпивает, он много потом бегает в туалет. Соответственно, теряет очень много воды, обезвоживается, а за счет того, что алкоголь накапливается в клетках и продукты его метаболизма
недоокисленные тоже накапливаются в клетках. За счет этого осмолярность клеток растет и очень сильно хочется пить. Это жажда чисто осмолярная. Так получается, вот этот совет, если на стакан, на порцию алкогольного напитка мы выпиваем 2 порции воды чистой, он сработает? Даже мало. Мало? А сколько? Я бы сказал больше. Если мы пьем крепкий алкоголь, то чтобы не обезводиться, хотя бы четверной объем, а лучше пятерной. То есть вот на порцию, допустим, 40 мл алкоголя крепкого, миллилитров 200 воды. А про шампанское что скажете? Шампанское, видите, шампанское сложно запивать водой, потому что сама по себе вот эта история достаточно разбавленная. Но если заставить, так сказать, себя и сочетать игристое вино с безалкогольными напитками, причем желательно не какими-то вот сладкими, концентрированными и прочими, а именно вот просто обычная какая-нибудь питьевая вода или минеральная вода, хотя бы в соотношении 1 к 1 будет уже намного проще. Да, большое спасибо, друзья. Я напоминаю, что, безусловно, мы все стремимся к тем людям, которые отказались от алкоголя, и это, безусловно, очень правильный выбор. Да? Мы понимаем, что есть люди сегодня, которые встречают Новый год без алкогольных напитков. И если нас сегодня такие смотрят, пожалуйста, напишите, как вы к этому пришли, потому что это тоже хорошее волевое решение, и я считаю, что это безусловная польза вашему здоровью. Я дополнительно подчеркиваю, что наш сегодняшний выпуск не является инструкцией к применению алкоголя ни в коем случае. Наша задача разобраться, как помочь своему организму, когда в жизни случилась такая праздничная ситуация. Хорошо, доктор, вот такой еще совет. Знаете, я слышала, если человек много пьет, а в течение 31 декабря и последующих новогодних праздников все-таки у нас такая традиция пока сохраняется, закусывать нужно жирной едой. Это вообще работает? Ой, с жирной едой тут история сложная. На самом деле закусывать жирной едой переносимость алкоголя вот в моменте увеличивается. Но за счет того, что жирная еда очень хорошо замедляет всасывание алкоголя, то, как правило, под жирную закуску человек выпивает больше и болеет потом, то есть в моменте ему легче, но зато потом он, получается, выпивает больше, сам того не проконтролировав. Кстати, это вот то, что говорят про шампанское. Вот газированные, напитки, от них быстрее наступает опьянение. Безусловно, все напитки, которые содержат углекислый газ, он такой проводничок алкоголя в мозг, он улучшает всасывание алкоголя на всех этапах, начиная от рта и заканчивая желудком. И когда мы пьем газированные напитки, мы действительно пьянеем быстрее. Здесь то же самое с жирной закуской. Когда мы говорим, что вот жирная закуска, это так хорошо, ты медленно пьянеешь. Проблема же не в том, что ты медленно пьянеешь, и вот, допустим, мы бы сели с вами и сказали бы, так, вот у нас есть бутылочка, сейчас мы ее выпиваем и разбегаемся. Если задача ставится именно таким образом, то да, мы говорим, да, чтобы потом вот потрезвее там до дома дойти, вся история, там, давай позакусываем там жирной закусочкой, вот будет хорошо. Но если мы садимся от 31-го за стол и до 10-го сидим там, до 10-го сидим там, то вот эта вот жирная закусочка, она только способствует тому, что мы сможем больше употребить. И есть еще один момент. Это вот чисто медицинская история. Сочетание алкоголя и жира – это, к сожалению, худшее сочетание для поджелудочной железы. И одним из вот осложнений, таких реально тяжелых медицинских осложнений, того, что у нас по-ученому называется острый алкогольный эксцесс, это вот когда человек несколько дней, допустим, много выпивает, причем, как правило, кстати, это касается, то есть не нужно думать, что это вот болезнь алкоголиков, как раз таки нет. Это, как правило, проблема людей именно того, что называется нетренированных. То есть если человек в принципе мало пьющий или почти не пьющий попадает в ситуацию, когда он
волею судеб, по своему желанию или по стечению обстоятельств злоупотребляет, причем реально так злоупотребляет, попадает в компанию пьющих людей. А жизнь ставит его в такие условия, что отказаться нельзя, так бывает. Это какие-то там и бизнес-истории бывают, и что-то еще. И люди, попадая в такую ситуацию, если они непривычно для себя много употребляют, особенно крепкого алкоголя, в сочетании с жирной пищей, прям беда может случиться, вплоть до острого некроза поджелудочной железы. Это очень опасный симптом, друзья, с которым вы должны обратиться к специалистам немедленно. Кстати говоря, на прошлой неделе у нас вышел выпуск с гастроэнтерологом Александром Приказчиковым, который рассказывал о том, по каким симптомам можно отличить острую боль от такой безобидной боли, например, от вздутия или от метеоризма. Если вы еще его не смотрели, обязательно переходите по ссылке. А мы продолжим, Михаил. Подходим мы плавненько, конечно, к этому похмелью, потому что все, конечно, радостно, у нас праздник, у нас игристое, здесь фейерверки, мандарины, все дела. И некоторые люди говорят, что есть якобы такие средства, которые можно частично прикупить в аптеке, например, янтарная кислота, или лимонная кислота, что нужно энтеросгель, например, ложками поглощать перед тем, как ты сядешь за новогодний стол. Я хочу спросить, вообще хоть что-то из этого работает? На самом деле, из того, что вы сказали сейчас, работает все, если честно. Потому что сорбенты, энтеросгель, полифипам, даже банальный, обычный активированный уголь, который стоит меньше, чем ничего. Это все на самом деле работает. Но оно как работает? Тут, опять же, нужно понимать, что оно работает за счет сорбции алкоголя. Они же сорбенты, они сорбируют в себя алкоголь. Так. То есть они мешают ему всасываться. И если здесь мы понимаем, что это какой-то, допустим, это хорошая история, допустим, для каких-нибудь корпоративов. Если вы понимаете, что у вас корпоратив, особенно среди недели, и вы понимаете, что вам завтра на работу, или нужно блюсти себя в окружении коллег, начальства и так далее, выпить какого-нибудь сорбента, смекты, полифипама, энтеросгеля, банально 2 пачки активированного угля, но заметьте, 2 пачки меньше не работает, то это будет хорошо. Когда пьем? Когда перед тем, как пьем. Перед тем, как пьем, мы выпиваем сорбент. Потом смысла уже нет. То есть, когда уже похмелье развернулось, там уже нечего сорбировать. Оно уже все всосалось, оно уже все в крови и в тканях. Оно именно работает на этапе желудочно-кишечного тракта. То есть это позволит именно в моменте держаться. То есть если вы знаете, что это корпоратив. Если вы уехали с друзьями в загородный дом, извините, у вас багажник алкоголя, то, конечно, вам ни один сорбент не поможет. Потому что, как говорится, любое качество можно испортить количеством. Помогут только новые друзья, собственно говоря. И все. Хорошо, отлично, спасибо большое, но про янтарную кислоту сейчас скажу про янтарную кислоту. Янтарная кислота немножко другая история. Вообще янтарная кислота молекула очень простая. Она в организме человека постоянно участвует в метаболических процессах. Это все процессы окисления всего, что мы скушали с вами, того, что мы употребили. Это и в метаболизме углеводов, и в метаболизме жиров она участвует, но и в том числе в метаболизме алкоголя. То есть эти ферментативные системы печени, которые перерабатывают алкоголь, продукты метаболизма алкоголя разрушаются в итоге до углекислого газа и воды, в том числе с участием янтарной кислоты. Янтарная кислота вещь очень простая, прелесть ее в чем? Она не токсична. Она не токсична. Другое дело, эта известная история, что янтарную кислоту надо капать. Всегда, когда врач слышит про капать, давайте честно, это все история маркетинговая. Обычная янтарная кислота в таблетках, которая продается в аптеке, которую можно купить, я не знаю, за 20 или 30 рублей пачка. Опять же, тут тоже вопрос дозы. Янтарная кислота – это БАД, это вещество, которого в принципе в организме много, и чтобы она начала работать, концентрацию нужно прилично задрать. То есть
доза меньше 10 таблеток янтарной кислоты работать не будет. Но вообще хорошо примерно 15-20 таблеток. Оговорюсь только об одном. Все-таки янтарная кислота, она хоть и слабая, но кислота. Поэтому людям с повышенной кислотностью в желудке или тем, кто эту кислотность ограничивает в силу заболеваний, там принимает какие-нибудь ингибиторы протонной помпы или что-то еще. Ну, в общем, лекарства для снижения кислотности. Большое количество янтарной кислоты может быть не полезно. Оно может вызвать и усиление изжоги, и, скажем так, нарастание вот этого кислотного повреждения слизистой. Если таких проблем нет, то, как правило, янтарная кислота, аллергии на нее, ну, наверное, практически не бывает. Это казуистика, что была аллергия на янтарную кислоту. То есть это такая вещь на самом деле безопасная, дешевая и доступная. Я, знаете, о чем бы хотел сказать? Это препараты от головной боли. Это наши все нестероидные противовоспалительные средства. На самом деле от головной боли помогают лучше всего самые старые и дешевые препараты. То есть, как это ни странно. То есть, есть прекрасный препарат аспирин, он же ацетилсалициловая кислота, известная под миллиардом названий. Есть препарат ибупрофен, который тоже известен под миллиардом названий и выпускается огромным количеством производителей. Есть препарат парацетамол, который тоже известен под миллиардом названий и выпускается тоже огромным количеством производителей. В том числе они бывают в сочетаниях. Самое известное российское сочетание — это цитрамон, традиционный дедушка цитрамон. Что здесь? Что здесь? Аспирин, ну, ацетилсалициловая кислота, небезопасна для желудка. Небезопасно для желудка. Из них, из всех, наибольшее повреждающее действие на желудок у ацетилсалициловой кислоты. Ибупрофен тоже не хорош для желудка, об этом надо помнить, но в чуть меньшей степени, чем ацетилсалициловая кислота. И парацетамол, он великолепен от головной боли. Он практически не действует на желудок, но есть одно но. В сочетании с алкоголем парацетамол очень сильно оказывает повреждающее действие на печень. Вот это вот сочетание, вплоть до токсического гепатита, сочетание высоких доз алкоголя и больших приличных доз парацетамола, оно может быть сильно небезопасным. Поэтому, пожалуйста, те, кто нас смотрит, знайте сами, расскажите друзьям, не злоупотребляйте парацетамолом и парацетамол содержащими препаратами. Вообще этими препаратами от головной боли не злоупотребляйте. Они не настолько безопасны, как это нам показывают в рекламе по телевизору. Там раз и голова не болит. Это не всегда так работает, к сожалению. Слушайте, могут быть проблемы. Это вообще удивительная история. У меня сразу очень много вопросов. Во-первых, смотрите, как тогда бороться с головной болью? Мы уже плавно переходим к основной теме нашего подкаста, нашей программы. Как бороться, если средство не помогает? И самый известный вот этот шипучий алкозельцер, он же содержит аспирин, и парацетамол. Аспирин, да, аспирин, шипучие, вот эти все таблетки. Смотрите, на самом деле, ну здесь нужно, конечно, понимать, мы же не можем тоже с вами занять такую позицию. Мне представляется эта позиция неправильной, что нет, ни в коем случае нельзя. Все прекрасно понимают, что все будут принимать и парацетамол, и ибупрофен, и шипучки вот эти. Самое главное контролировать. То есть контролируйте объемы потребления, контролируйте количество. То есть если вы выпьете одну таблетку шипучую, то с вероятностью 99% не будет ничего. Но если вы их выпьете 15, будет уже, если бы этого не было, я бы не говорил. То есть люди принимают реально парацетамол пачками. Это, конечно, очень нехорошо. То есть тут всегда вопрос количества. Вопрос количества препарата. Если количество мы, скажем так, контролируем себя и принимаем, не превышая инструкцию, во-первых, это вообще касается любого препарата, особенно безрецептурного препарата, особенно который мы пьем в моменте. Все равно человек идет в аптеку, редко человек идет, давайте с похмелья в аптеку. Обычно такие вещи
Они дома лежат, они там как-то приобретаются заранее. Хотя бы банально надо прочитать инструкцию. И вот честно, вот это вот то, что производитель пишет по одной таблетке 2-3 раза в день, это не потому, что производителю жалко или он жадина. Производителю-то наоборот, если честно. Чем больше вы купите и чем больше вы будете принимать, тем ему это коммерчески выгодней. Но просто есть вопрос дозы, вопрос безопасности. Поэтому старайтесь никогда не превышать дозировки препаратов, которые рекомендует производитель. То есть одну шипучую таблетку выпить, почему нет? Что еще помогает? Что там обычно добавляют? Обычно добавляют аскорбиновую кислоту, потому что аскорбинка, она тоже очень неплохо окислительно-восстановительные процессы стимулирует и очень сильно улучшает метаболизм, в том числе продуктов окисления алкоголя. И добавляют кофеин. Кофеин крайне благотворно влияет на сосуды мозга в этом вопросе. Кофеин улучшает почечный кровоток, он улучшает выведение всего вот этого. В целом кофеин тоже здесь очень неплохо работает. Точно так же, почему некоторым людям с похмелья помогает, допустим, кофе или крепкий чай. Что с кофеином? Давайте я буду пробегаться по подводным камням. Да, потому что есть же, знаете, очень много мифов, например, и действительно, вот кому-то помогает кофе, а кому-то нет. Кому-то помогает жирная пища, там забежал, перекусил, значит, гамбургером, кому-то нет. Кому-то душ помогает, кому-то нет. Про рассол я уже вообще молчу, мы об этом должны отдельно, мне кажется, поговорить. Давайте про кофе. Угу. Смотрите, кофе помогает тем, у кого выраженный сосудистый компонент головной боли. Когда расширение идет венозных сплетений мозга, кофеин очень неплохо их поджимает. Он поджимает эти сосуды, и за счет этого уменьшается, скажем так, отек вот этот вот, простите, господи, переваскулярный, вокруг сосудов мозговых. И за счет этого головная боль несколько уменьшается. Не факт, что пройдет полностью, но в целом кофеин от головной боли, особенно ассоциированный с похмельем, крайне неплох. Он, конечно, не помогает при других видах головной боли, там при мигрени, еще при чем-то. Но вот головная боль, которая ассоциируется с похмельем, кофеин крайне неплох. Что с кофеином? Кофеин нужно понимать, честно, как правило, люди, те, кому кофеин противопоказан, они это знают. Кому противопоказан? Это, как правило, склонность к аритмиям. Потому что кофеин вызывает всегда тахикардию, а кофеин в высоких дозах может вызвать нарушение ритма сердца. То есть вот эти вот моменты есть. А поскольку похмелье само по себе предрасполагает к вот этим вот аритмическим историям, то человек, который это про себя знает и с этим сталкивался, с кофеином и кофеин содержащими вещами, такими как чай, кофе и энергетические упаси напитки. бог, энергетические напитки, сочетание алкоголя с энергетиками — это вообще одно из самых худших сочетаний, придуманных человечеством, которое пить в моменте, давайте так, пить в моменте — это очень весело, очень классно, особенно где-нибудь ночью в клубе или во время какой-нибудь очень шумной вечеринки. Платить по счетам потом придется, потому что сочетание алкоголя с кофеином именно в высоких дозах, потому что то количество кофеина, которое содержится в энергетиках, оно вообще несопоставимо ни с чаем, ни с кофе. Там его, конечно, очень много. Это там шок, вот друзья, это по просто 200, шок. По 200 миллиграмм на банку, это, конечно, прям такая себе история. Так, хорошо, поехали дальше, док. Давайте поговорим все-таки про любимое народное средство от похмелья. Рассол с утра. Почему это помогает? Сколько нужно выпить рассолов, например, мне, чтобы он мне помог? Тут, знаете, рассол... Самый простой вопрос, почему рассол помогает. Потому что он соленый и он содержит много микроэлементов. То есть за счет того, что у нас осмолярность, прости господи, клеток выше становится, чем осмолярность плазмы, и у нас почему сочетание, алкоголь, вот что значит вот эта вот маленькая молекула, которая разбежалась по ткани. С одной стороны, мы постоянно, пока выпиваем, теряем воду, мы постоянно бегаем в известные места, а с другой стороны у нас отеки.
И мы утром просыпаемся, смотрим на себя в зеркало, и немножечко мы чуть-чуть некрасивые обычно. Это действительно так, друзья мои, но стоит напомнить еще и о том, что, безусловно, алкоголь обладает токсическим действием. Мы об этом говорили, мы говорили практически с каждым врачом-кардиологом об этом, поэтому, друзья мои, если вы знаете, что у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, если вы испытываете головные боли, стрессы, панические атаки, пожалуйста, будьте аккуратны, знайте, что алкоголь – это самый главный ваш враг. Но сегодня мы обещали и, соответственно, держим свое обещание, продолжаем о рассоле. Однозначно. Так вот, а рассол, он соленый, он содержит натрий, он содержит хлор, он содержит калий, он содержит магний, особенно если это хороший огуречный какой-нибудь рассол, где или капустный, где вот много было именно вот этой вот зеленых овощей, из которых тянется много микроэлементов. И вот здесь еще очень важный момент. Самый, это немножко странно прозвучит, но раз уж мы заговорили, полезный рассол, то есть принято говорить, а рассол. Нужно понимать, что есть рассол, а есть маринад. Маринад, справедливости ради, тоже поможет. И если вы купите банку корнишонов, и выпьете из них, но это не совсем рассол, потому это что маринад. там уксус. Там тоже есть соль, там есть уксус, ну и там все равно есть то, что с овощей натянуло. Да. Там есть сахарок, он тоже поможет, маринад тоже поможет. Но если взять настоящий рассол, в котором происходил процесс квашения капусты, огурцов, бочковых помидоров, то вот эта вот история за счет содержания молочной кислоты особенно полезна. Молочная кислота тоже мелкая молекула, она тоже стимулирует те же практически ферментативные процессы, что и метаболизм алкоголя. Поэтому, смотрите, кроме рассола, сразу, народные те же самые рецептуры. Все, что содержит молочную кислоту. Кефир, айран, тан, вот эти вот кисломолочные напитки, кислые, соленые, с большим содержанием молочной кислоты. И с содержанием соли, вот эти вот вещи типа айрана, они вообще очень хорошо работают. Это по факту тот же самый рассол, только на основе молока. То, в чем квасилась капуста, то, в чем квасились бочковые огурцы, это прям вообще бомба. Если такой рассол есть, он будет очень хорош. Что еще? Из того, что можно купить, кто-то скажет нам сейчас из наших зрителей, ребят, что вы начинаете? Можно подумать, у меня на балконе бочка с огурцами стоит. Мало у кого из городских жителей стоит на балконе бочка с огурцами. Но есть же магазин у нас здесь под боком. Да, вот из того, что можно купить в магазине, что будет лучше всего? Знаете, есть такая история, называется помидоры в собственном соку. Да, не обожаю. просто вот залитые маринадиком прозрачным, а вот именно помидоры в собственном соку. И вот если помидорки эти съесть и вот этот вот собственный сок выпить, вот это вот история бомбическая. Еще томатный сок. Томатный сок, особенно если его хорошенько присолить, это прям тоже такой... И тана туда добавить с укропом и зеленью, например. Как вам? И водки. Это можно вырезать, а можно и не вырезать. То есть все-таки вот эта история про похмел с утра... Давайте, раз уж мы взрослые и честные люди, и смотрят нас взрослые и честные люди, да, эта история про опохмел с утра, она действительно работает. Здесь нужно подчеркнуть, во-первых, мы никого, естественно, не призываем похмеляться. Во-вторых, ни в коем случае так не поступайте, если вам нужно будет садиться за руль, куда-то ехать или выполнять какую-то важную, сложную, ответственную работу. Но если мы уж говорим про новогодние праздники, и если 31 число с друзьями прошло и завтра пройдет очень интенсивно, и 1 января, вы понимаете, что у вас два варианта. Либо методологически правильно похмелиться, либо 1 января вычеркнуть из жизни,
Так, конечно, небольшое количество, подчеркиваю, небольшое количество алкоголя, 1-2 рюмки крепкого алкоголя или 1-2 фужера игристого, допустим, игристое прекрасно похмеляет. Прекрасно похмеляет именно игристое вино. Намного лучше, чем тихое. Именно за счет пузырьков. То есть вся эта история очень быстро попадает в мозг, очень быстро создает вот ту самую лечебную концентрацию. То же самое с крепким алкоголем. Что хуже всего похмеляет из алкогольных напитков, несмотря на все распространенные легенды общественные, это пиво. Да вы что? Казалось бы, тоже газики там есть, пожалуйста. А вот не очень концентрация алкоголя низковата. Его слишком много надо выпить. Поэтому 1-2 рюмки водки, они, ну или крепкого, любого другого алкоголя. Хотя, если уж честно, чтобы, опять же, не давать вот этих вот высокомолекулярных добавок, от которых тоже усугубляется головная боль, похмеляться, конечно, лучше водкой. Или шампанским. Тут вариантов 2. Главное их не смешивать. Так, понятно. И мы должны обязательно сказать о том, что вот это вот ежедневный опохмел в течение 10 дней, это, конечно, катастрофа Лен, для ну это нашего уже организма. запой. Ежедневный опохмел в течение 10 дней, это уже называется запой. Конечно, нужно сказать, что не нужно, друзья, не нужно 10 дней пить. Не нужно 10 дней пить, нужно сходить на каток, нужно сходить с детьми на мультфильм, нужно погулять по городу, посмотреть, какие шикарные елки, иллюминации, поехать куда-нибудь за город, покататься на санках или на лыжах. Отдыхать нужно, ну не нужно же 10 дней сидеть за столом и пить водку и запивать ее шампанским и рассолом. Да, доктор, но я больше чем уверена, что вы просто стали любимым экспертом нашей программы. Друзья, если это так, прямо сейчас пишите в комментарии, мы обязательно Михаила пригласим еще на один наш выпуск. Главное, напишите нам об этом, для нас это очень важно. Михаил, у меня есть еще один рецепт такого похмельного супа, когда говорят о том, что вот, например, я бывала частенько в Грузии, я вообще очень люблю эту страну, и вы знаете, у них там есть такой суп, называется чехертма. Это наваристый куриный бульон с кукурузной мукой, с луком и с уксусом, который добавляется прям перед тем, как этот супчик, ну там с хачапури, естественно, и с салатиком можно съесть. Вот эта история с наваристым супом, она работает? Да, она работает. Так и знал. Кислые щи из квашеной капусты. Кислые щи из бочковой квашеной капусты на наваристом очень бульоне. Но проблема всех наших наваристых супов, в том числе и чехертма, и наши отечественные супы, что щи, что рассольник. Хаш. Хаш — это вообще история бомбическая. Это история того, что нужно очень долго варить. Поэтому русский народ исторически готовился заранее. Есть у нас одно блюдо, застывший хаш, он же холодец. Он же холодец. Вещь потрясающая. Вещь потрясающая, очень насыщенно, очень коллагеново, очень вот много вот этой всей низкомолекулярной, в том числе разваренной фракции, вот то, что бульон, за счет чего помогают вот эти вот бульоны. Плюс учтите, вот эта вот низкомолекулярная история, вот уксуса капнули, или вот, по сути, что такое щи? Ну, суп с рассолом, да. Ну, давайте честно, это же суп с рассолом, про который мы проговорили. Плюс, учтите еще такой момент. Вот сейчас я вообще скажу гадость, но ее нельзя не сказать, потому что все знают. Обещаю, мы это не вырежем. Ровно такой же эффект дает вот обычная, вот эта вкусовая, низкомолекулярная, то, что в народе называется химоза. То есть все, что содержит соль, глютаминовую кислоту, Лен, ну... Лапша быстрого приготовления. Да. Но все же знают острый дошик. Острый дошик с похмелья. Ну, слушайте, но это работает. Фастфуд. Это смешно, жидкое. Жидкое жидкое. Очень хорошо. Вот лапша быстрого приготовления с похмелья, это смешно, но это работает. Слушайте, классный рецепт на самом деле. Хорошо, доктор, смотрите, но я знаю таких людей,
которые на следующий день после того, как они хорошо посидели, вообще есть не могут. Они просто не могут смотреть на еду, им плохо. И вот для этих людей, как мне кажется, потому что я не отношусь к ним, для этих людей как будто бы придумали какие-то специальные растворы, которые восполняют якобы вот этот водно-солевой баланс. Что скажете по этому поводу? Ну здесь на самом деле все зависит от степени того, насколько человеку плохо. Кто-то, допустим, не может принимать пищу, но может пить какие-то напитки. Очень классно, кстати, работает, но только хороший, не вот эта вот лимонадная история, а который хороший, дорогой, кислый хлебный квас. Кто-то может пить квас. Квас очень хорош. Потому что напитки, которые регидратирующие в аптеке продаются, вот эти вот оралит, регидрон, они, если честно, они очень противные на вкус. Поэтому если человека с похмелья, простите, мутит, если его тошнит, если у него организм не принимает даже такие вкусные вещи, как квас или там, я не знаю, айран, то я очень сильно сомневаюсь, что он будет прям радостно пить регидрон. Но если честно, с медицинской точки зрения, знаете еще, что хорошо работает? Соленые, вот эти вот лечебные или хотя бы лечебно-столовые минеральные воды. Прям вот соленые. Вот такие вот вещи, как боржоми, раз уж мы заговорили про Грузию. На Беглаве туда же. На Беглаве. А вот магниевая вода, кстати. Классная Да, история. но она тоже же солененькая такая. Да, вот такие вот солененькие воды, карбонатные, вот эти кальциево-магниевые, натриевые воды. То есть чем больше в них микроэлементов, то есть вода соленая. Соленая. Мне вот, допустим, очень нравится Ессентуки. Очень классная вода. У меня папа тоже. Да, они потому что отлично. Правильные, да. Папа плохому не научит, как говорится. Что еще? Некоторые люди, но справедливости ради, это нужно либо очень сильно над собой, прости господи, поработать, это прям нужно уж попить, как говорится, на все деньги. Либо это наоборот, бывает у человека прям сильно неподготовленного, практически не пьющего, который вот в моменте попал вот в какую-то вот такую алкогольную историю. Особенно у молодых девушек часто бывает. Утром просто вплоть до мучительной тошноты, ничего не принимает организм, сильное обезвоживание, очень плохое состояние. Я вам честно скажу, здесь вплоть до инфузии. Вплоть до инфузионной терапии, внутривенно-капельно вводить жидкость. Внутривенно-капельно вводить жидкость, то есть это уже превращается в медицинскую историю. Единственное, здесь сразу хочу сказать, вот эти вот люди, которые, откапаем на дому, здесь нужно быть очень осторожным. Здесь нужно быть очень осторожным, если уж вы понимаете, что история превращается в какой-то медицинский характер, то есть это уже ситуация, требующая профессионального вмешательства, то я бы все-таки посоветовал, наверное, куда-то обратиться. Куда? В клинику. В какую? Да много таких клиник сегодня. Ну скажите, пожалуйста, потому что нужен людям конкретный алгоритм. Что это за клиника? Это наркологическая клиника? Нет, это не наркологическая психиатрическая, это не наркология. Косметологическая, потому что, вы знаете, сейчас даже в салонах красоты предлагают специальные капельницы, которые помогают, вы прекрасно знаете, да, мы с вами об этом уже говорили. Да, мы говорили уже Дайте, об этом. пожалуйста, перечислите хотя бы, какие-то вот алгоритмы поиска. Смотрите, во-первых, это должен быть стационар. Так. Это должна быть клиника, обладающая стационаром. Это должна быть клиника, в которой есть отделение неотложной помощи, потому что это укладывается полностью в неотложную помощь. Это должна быть клиника с круглосуточной лабораторной диагностикой, с возможностью круглосуточного взятия анализов, потому что когда мы человека начинаем откапывать, нужно как минимум смотреть, что там происходит в крови. Нужно смотреть натрий, нужно смотреть калий, нужно смотреть хлор, то есть все это нужно контролировать. Плюс нужно смотреть ЭКГ,
то есть должен быть мониторинг, то есть, но это должна быть хорошая, нормальная клиника с возможностью неотложной помощи. Сейчас много таких клиник, в государственных больницах, как правило, вы можете столкнуться с тем, что вам откажут, но хотя сейчас большинство таких клиник тоже обладают, по платным услугам работать, либо есть коммерческие клиники, они сейчас есть даже в не очень крупных городах, а уж в крупных городах их огромное количество. Я не перечисляю, понятно, клиники, но сегодня эту помощь, самое главное, избегайте, слушайте, вот по-честному, если вы читаете в описании клиники, что это клиника, занимающаяся косметологией, то, наверное, нужно, как в той старой шутке. Я не даю в долг, а банк не торгует семечками. Понимаете? Если люди занимаются косметологией, я не говорю, что у них плохая клиника. Вполне возможно, они чудесно, прекрасно, превосходно занимаются косметологией. Но это не их профиль. Каждый должен заниматься своим делом. Вот тот, кто умеет лечить неотложные состояния, это распространенная услуга, это несложная с медицинской точки зрения. Откапать человека с похмелья с медицинской точки зрения это несложно. Но это должен быть контролируемый процесс. То есть нужно смотреть сердечный ритм, измерять давление, нужно посмотреть анализы хотя бы в точке входа, в точке выхода. Нужно смотреть за тем, как жидкость это выходит, в каком объеме и сопоставляется ли с тем, что мы это вводим. Потому что вот бывают случаи, человек умер от отека мозга. Такое тоже бывает на фоне острого алкоголя. Иногда приходится человеку давать какие-то дополнительные, какие-то мочегонные препараты, если жидкость сильно задержится. Иногда приходится человеку давать какие-то препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Те же самые бета-блокаторы, если там тахикардия, допустим, начинается. То есть с медицинской точки зрения это процесс не очень сложный, но нуждающийся в контроле со стороны профессионала. И, безусловно, друзья мои, мы верим, надеемся и, я практически уверена, что ни с одним из вас этот процесс не случится. Но так как Михаил врач, анестезиолог, реаниматолог, и он прекрасно видит этих людей, приезжающих по скорой помощи, знаете, Михаил, я хочу, чтобы вы назвали, например, 2 самых таких ярких симптома, когда человек или его родственники должны понять, что вот сейчас то самое время, когда нам нужно забить в поиске вот эти вот все параметры, о которых вы сейчас сказали, и все-таки отправиться к специалисту? Это очень классный вопрос на самом деле. Давайте я вам назову самые тревожные вещи, с которыми обязательно обращаться за медицинской помощью. Смотрите, прям хоть примета и плохая, как говорится, но покажу на себе. На себе не показываю? Объясню. Хорошо. Врачи в это не очень, кстати, верят. То, что называется опоясывающая боль. То есть боль, появившаяся в верхних отделах живота, она прям опоясывает, она прям поясом идет и заходит на поясницу. Это может быть признаком панкреатита. Это прям очень плохая история, особенно если боль очень сильная, усиливается от приема пищи и жидкости и сопровождается тошнотой и рвотой. И такой очень важный симптом: рвота не приносит облегчения. То есть вырвало, а лучше не стало. Второй момент, на который нужно обратить внимание: многократная рвота. Плюс, простите, неаппетитно прозвучит, но раз уж проговорили, примеси крови, прожилки крови в рвотных массах, или то, что есть такой медицинский термин, рвота цвета кофейной гущи. Когда мы кофе с вами завариваем натуральный в турочке, то, что остается, если рвотные массы на это похожи, сразу нужно обращаться за медицинской помощью. Это может быть признаком желудочно-кишечного кровотечения. Это очень опасная история. А уж если в рвотных массах прям видимая кровь, это прям сразу. Дальше. Нарушение сознания. Судороги, понятно. Нарушение сознания. Человек выпил алкоголя, пришел, лег, уснул. Если он к утру не проснулся, лежит, спит. Очень часто многие опасные вещи пропускаются именно: пришел с вечера, лег спать, утром не проснулся, дальше спит. Понимаете, как бы человек с вечера не напился, его с утра
можно разбудить, ну, как минимум до уровня простейшего контакта. То есть он, скорее всего, с высокой долей вероятностью дальше ляжет спать. Но если вот он лежит, то, что называется бревно, не реагирует вообще, ой, просто спит. Нет, он не просто спит. Вот здесь пропускаются очень неприятные вещи, из которых 3 самые главные и самые страшные. Это отравление суррогатами. К сожалению, подделывают даже очень дорогой алкоголь. И когда говорят, что вот я ж покупал в дорогом магазине, это не всегда гарантирует. Иногда это не значит, что человек купил в ларьке там бутылку за 150 рублей поддельную. Он мог вполне себе дорогую бутылку за 5000 купить, простите, подделывают все. То есть это может быть отравление суррогатами алкоголя, это может быть черепно-мозговая травма. Черепно-мозговая травма – это самая страшная вещь, которую часто пропускают в состоянии алкогольного опьянения, потому что, к сожалению, пьяные люди, во-первых, часто становятся жертвой насильственных действий криминального характера, во-вторых, сами могут поскользнуться, особенно зима, особенно гололед, и забыть об этом. Мог поскользнуться, упасть, головой удариться, голова в шапке, следов не осталось, синяков, ссадин, кровоподтеков нет, пришел домой, лег спать, гематома наросла. Очень плохие вещи бывают. И третья вещь, это есть такая очень нехорошая история, она, к счастью, бывает редко, но это сочетание алкоголя и сахароснижающих препаратов. Алкоголя и сахароснижающих препаратов. Это либо люди, болеющие сахарным диабетом. Слушайте, если человек болеет сахарным диабетом, это не значит, что он не выпивает алкоголь. И если эти люди пьют и плохо, мало закусывают, то у них на фоне алкоголь сам по себе снижает сахар в крови. Почему на фоне алкоголя сильно хочется есть? И вот сочетание алкоголя с инсулином или с таблетированными сахароснижающими препаратами, это прям печаль, беда. Плюс сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда очень многие люди, не имеющие сахарного диабета, принимают сахароснижающие препараты, например, для контроля лишнего веса. Да. И вот это вот очень плохое сочетание: алкоголь и сахароснижающие препараты. Если вы принимаете сахароснижающие препараты, но если вы болеете диабетом и вы инсулинозависимы, то вообще в целом очень жестко контролируйте дозу алкоголя, никогда не забывайте закусывать. А в процессе вечеринки лучше пару-тройку раз измерьте сахар, не поленитесь. Второе, если вы принимаете пероральные сахароснижающие, ну, таблетированные сахароснижающие препараты, лучше пропустите один прием. Пусть лучше сахар будет чуть выше нормы, это не страшно однократно, чем он будет низкий. И третье, если вы принимаете сахароснижающие препараты по показаниям, не связанным с диабетом, то есть по показаниям, допустим, ну, худеете там с использованием каких-нибудь, не буду говорить, препараты, те, кто принимают, знают это, чтобы те, кто нас слушает, не принимая, не думали, что так можно легко похудеть. Это не легко и не просто, это на самом деле только по назначению врача. Консультируйтесь с эндокринологами и другими профильными врачами. Самолечением в этих вопросах не занимайтесь, это может быть небезопасно. Но если вы принимаете сахароснижающие препараты без показаний, связанных с диабетом, тоже обязательно пропустите, если у вас планируется прием алкоголя. Вот это вот очень важная история. И четвертое, на что обратить внимание, это нарушение сердечного ритма. Это вот чувство, когда сердце трепещет, когда вы чувствуете какие-то перебои в его работе, ну и даже просто руку на пульс поставили или вот сюда, кто умеет, кто не умеет, на шею положили, нашли пульс и чувствуете, что он очень частый. Как понять, что он очень частый? Очень частый — это чаще 120 в покое. То есть когда вы не совершаете никакой нагрузки и у вас пульс больше 120 в покое. Как посчитать? Раз 10, гипопотам, 10, два гипопотам. 10 секунд засеките по часам, 10 секунд. Если за 10 секунд стукнуло больше 20 раз, это уже опасная история. Вот это опасная история, на это следует обратить внимание.
Да, друзья мои, мы в очередной раз напоминаем, что, безусловно, там 2 фужера шампанского за вечер, они только добавят блеска в глазах, да, ну, никого не призываем пить алкоголь. Сегодня мы поговорили о средствах от похмелья, мы разобрались с тем, почему до сих пор нет одной единственной таблетки от похмелья. Мы узнали очень много советов и рецептов, которые, безусловно, принесут организму пользу и здоровье тому человеку, который вынужденно принимал алкоголь. Друзья, помните, пожалуйста, о том, что новогодние праздники – это повод для того, чтобы встретиться со своими друзьями, пообщаться с семьей, с близкими, сходить с ними на каток, да, может быть, посмотреть выпуск хорошей программы. Кстати говоря, сегодня у нас с вами «Доктор Рекорд». Такая длинная программа, потому что тема очень важная. Я благодарю вас за этот разговор. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и надеюсь, что ваши новогодние дежурства будут приносить вам удовольствие, спокойный сон. Вы будете отдыхать и думать, ну, прекрасно же, нет пациентов, значит, хорошо, отдыхаю. Поздравляю вас с наступающим. Спасибо за беседу. С наступающим, спасибо. Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Но что еще может доктор пожелать, кроме здоровья? В первую очередь будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких, любите своих близких, любите себя, соблюдайте правила здорового образа жизни и будьте счастливы. Большое спасибо. Ну и оставайтесь с нами, потому что, как всегда, здесь самая актуальная и полезная информация. Друзья, до встречи в следующем 2025 году. Увидимся. Пока.